Эй, это Алвин. Сижу я такой, готовлюсь к экзамену по физике, и тут мне в голову приходит идея. Что если сделать одну и ту же игру, но на разных движках? Ведь это так интересно. Ты что, с ума сошел? Для этого из своего телеграм-канала я смог найти разработчиков на Construct и Unity. Участники более-менее опытные, поэтому эксперимент будет более-менее честный. Ой, да конечно нет, это же очевидно, что разные люди делают игры совершенно по-разному, тем более на разных движках. И это видео делается только ради развлечения. Команду я собрал, теперь осталось сдать последний экзамен и можно начинать. Пс, чувак. Хочешь выучить немного Unity? Тогда залетай на unitystudy.ru. У ребят ты научишься делать игры с самого нуля. Программа основана на одних из лучших западных курсов и для последней версии Unity 2021. Курсы записывали с душой и старались сделать максимально качественно и по низкой по сравнению с другими площадками цене. А в процессе обучения есть поддержка учеников в чате консультанта. По промокоду Alvin ты получишь скидку 20%. Ссылка в описании. Итак, сессия без троек, и мы начинаем думать над игрой. Знаете что? Ну его нахер, летом я не хочу думать. Пусть будет платформер. Платформер это круто. Ну и я взялся рисовать графику. Потом вспомнил, что уже лето, и мне стало лень. Я тупо взял свои старые наработки, например, аборигена или скелетончика. Это будет шутер, поэтому главным героем будет вот этот тип. Осталось сделать ему анимации. Нарисовал быстренько таймап по вот этому туториалу на моем канале. Ну и остальное взял из Baton Bandage. Вот настолько мне было лень рисовать. Ура! Графика готова! Я очень старался. Теперь надо написать дизайн-документ. Дизайн что? Да, я о том же подумал. К черту его. Просто скинул графику и сказал, что мне нужен шутер-платформер. Разбирайтесь как хотите. На все дается 12 часов. Погнали! Давайте начнем с Unity. На нем будет работать Дэру. У него уже вышло видео про разработку этой игры, ссылку оставлю в описании. Он, как ни странно, начал с персонажа. Настроил анимацию, добавил аборигена, даже сделал ему патрулирование. И на все это ушло 4 часа. Теперь Construct. На нем работает Гик. У него тоже есть YouTube канал. Я очень благодарен ребятам за то, что они согласились участвовать в этом ролике. Поэтому обязательно заходите к ним. Гик настроил перса, сделал ему стрельбу, добавил батуты, шипы, скелета, мух, полноценный уровень и все это за 4 часа. Ну, что могу сказать, пока лидирует Construct, на нем разработка идет быстрее. Дальше Дэру начал добавлять частицы в свой проект и создавать уровень. А Гик в это время добавлял аборигена и еще 2 уровня. В конце ребята сделали менюшки и скинули мне игры. Давайте же посмотрим, что у них получилось. Мне в первую очередь интересно, на каком движке сделано больше всего. Ну и как это сделано. Сначала поиграем в каждую игру, а затем сравним. Так, игра Дэру получилась сложная, всего 3 хп и постоянно не хватает патронов. Я прошел ее раза так с 15-го, тут даже есть звуковые эффекты, не ожидал. А теперь игра Гика, сделанная на конструкторе. Тут уже патронов бесконечное количество, хотя я писал в дизайн-документе про ограничения. Но да ладно, даже с этим игра сложная. Не настолько, как у Дэру, но с первого раза я не смог пройти. Ну что я могу сказать, игры получились разные и глупо их сравнивать. Но есть парочка моментов, которые бросаются в глаза. Все-таки, чем больше партиклов, тем лучше. Благодаря этому у Дэру стрельба получилась более приятной, а при попадании по врагам они отлетают. У Гика все поскромнее, нет никакого эффекта при стрельбе, также нет звуков. А вот с анимациями наоборот, мне не нравится, что получилось у Дэру. Иногда не проигрываются нужные анимации. В общем, я оставлю ссылки на эти игры у себя в телеге. Можете поиграть и написать, какая вам больше понравилась. А по поводу этого эксперимента, ну, согласен, это полная бредятина. Предлагайте в комментах свои идеи для подобных видео. Ну, всем пока.